Казалось бы, все просто. У жертв преступлений есть права. Целый арсенал законов, которые должны их защищать. Но что происходит, когда вся эта теория сталкивается с реальной жизнью? Вот сегодня мы и попробуем разобраться, почему между обещаниями правосудия и тем, что происходит на самом деле, настоящая пропасть. И знаете, прежде чем мы вообще начнем говорить о законах, давайте на секунду остановимся и зададимся, пожалуй, самым главным вопросом. А что такое справедливость для жертвы? Что это значит на самом деле? Ведь это что-то гораздо-гораздо большее, чем просто посадить преступника в тюрьму, правда? Хорошо, чтобы понять, где именно система ломается, давайте сначала посмотрим, как она вообще должна работать. В идеальном мире. Начнем, так сказать, с фундамента, с международных стандартов, которые и обещают ту самую защиту. И нужно понимать, что все это появилось не за один день. Это был долгий путь. Вот, посмотрите, все началось еще в 1985 году с ключевой декларации ООН. И потом, десятилетие за десятилетием, мир по кирпичику выстраивал эту систему. Сначала общие принципы, потом отдельные правила для защиты детей, потом конкретные директивы для Евросоюза. В общем, правовая база становилась все крепче и крепче. И вот что самое интересное. Все эти огромные, толстые документы, все эти десятилетия работы, по сути, все это можно свести всего к 8 основным ключевым правам. Всего 8. Давайте же посмотрим, что это такое. И вот он, тот самый идеал, о котором мы говорили. Посмотрите, это ведь не просто набор каких-то правил, это целая система, целая экосистема поддержки. Тут и право знать, что происходит с делом, и защита от угроз, и денежная компенсация, и, что может быть важнее всего, право быть услышанным, чтобы голос жертвы наконец-то звучал в суде. Все это для одного, чтобы человек мог восстановиться и чувствовал, что к нему относятся с уважением. Итак, у нас есть этот прекрасный, продуманный план на бумаге. Звучит отлично, правда? Но что же мы видим в реальности? А в реальности мы сталкиваемся с ужасным, просто жестоким парадоксом. Человек, переживший преступление, идет за помощью, а система, которая вроде как создана для защиты, наносит ему новый удар. У этого даже есть название — вторичная виктимизация. Это та самая травма, которую наносят недоверие, обвинение, холодное безразличие от тех самых людей, которые по долгу службы должны помогать. Вот просто взгляните на это. С одной стороны, то, что красиво написано в законе — право знать, право на помощь, право на защиту, а с другой — то, что есть на самом деле. Но какой смысл в праве на информацию, если человеку никто об этом праве даже не рассказал? Или что толку в праве на помощь, если все службы поддержки существуют только на бумаге, а денег у них нет? И в итоге получается, что путь к справедливости — это путь с препятствиями. Тут и стена непонимания, и бесконечная бюрократия, и просто огромная пропасть между обычным человеком и всей этой государственной машиной. Вот они, те самые барьеры, из-за которых хорошие, правильные законы просто не работают. Хорошо, с проблемами разобрались, но ведь просто говорить о них мало. Что делать-то? Как этот разрыв преодолеть? К счастью, здесь мы не просто разводим руками. Есть вполне конкретные рабочие инструменты, которые помогают перейти от слов к делу. Да, специалисты в этой области не просто пишут отчеты о том, как все плохо. Они создают то, что реально может что-то изменить. И сейчас мы посмотрим на два очень мощных примера. Один — это инструмент для того, чтобы менять саму систему, а второй — чтобы дать голос жертве. Итак, первый инструмент — это так называемый анализ политики. Представьте, что это как полная диагностика автомобиля. Сначала мы смотрим, что не так, формулируем проблему. Потом сверяемся с инструкцией, то есть с законами. Затем, самое важное, ищем, где именно реальность не совпадает с инструкцией. А в конце выписываем рецепт, то есть даем четкие рекомендации, что и как нужно починить. Получается настоящая дорожная карта для реформ. А вот и второй инструмент — это заявление о последствиях преступления. И это, надо сказать, не просто сухие показания. Нет, это способ вернуть человеку его собственный голос. Когда история структурирована, вот факты, вот физические травмы, вот что творится в душе, а вот что мне нужно, чтобы прийти в себя, суд наконец-то видит не просто номер дела, он видит живого человека и всю глубину того, что с ним произошло. Абстрактное дело становится человеческой историей. Так, что мы имеем в итоге? Есть идеальный план, есть конкретные инструменты для его реализации, и это подводит нас к самому главному вызову.
Как все это взять и сделать так, чтобы оно работало, чтобы права на бумаге стали реальностью для каждого, кто в этом нуждается, абсолютно для каждого? Знаете, есть одна цитата, которая, по-моему, бьет точно в цель. Право — это не то, что тебе кто-то дает, это то, что никто не может у тебя отнять. И в этом вся суть. Справедливость — это не какая-то милость от государства. Это то, что должно быть неотъемлемым, то, что не может отобрать ни преступник, ни равнодушная система. И вот сделать эти права такими, неотъемлемыми на деле, и есть главная задача. Потому что, в конце концов, все эти законы, все директивы — это только первый шаг, это фундамент. А настоящий вопрос, который остается после всего этого разговора, он гораздо шире. Что еще нужно, кроме законов? Что должно измениться в обществе, в государстве, в каждом из нас, чтобы слова на бумаге наконец превратились в настоящую, живую справедливость для тех, кому она нужна больше всего?